Всем привет! В этом видео я хочу рассказать о световых приборах, лентах, пикселях, прожекторах с нестандартным количеством каналов. Это приборы RGBW, RGBL, RGBA и другие им подобные. Рассказать о том, что это такое, для чего это нужно и как этим управлять. Вы на канале Lightstream, меня зовут Константин. Поехали! Наверняка вы знаете, что цвет в телевизорах строится на модели RGB – красный, зеленый и синий. Все дело в том, что нашим глазам наиболее близки именно эти три основных цвета. В нашем восприятии они играют ключевую роль благодаря трем типам колбочек в наших глазах, которые условно чувствительны к красному, зеленому и синему участкам спектра. Поэтому и телевизоры синтезируют цвет из этих трех основных. Это так называемый аддитивный синтез, который подразумевает, что мы как бы светим на затемненную подложку, высветляя ее базовыми цветами вплоть до белой. Когда все выключено — черный цвет, когда все включено на максимум — белый. Подобный принцип получения цвета используется и на светодиодных лентах, пикселях и прожекторах. И путем смешивания базовых цветов можно вывести их на белый цвет свечения. Но цвет этот получится грязным, некрасивым, с низкой цветопередачей. Почему это происходит? Естественный белый свет, подобный солнечному, содержит непрерывный спектр цветов, охватывающий все длины волн в видимом диапазоне. В отличие от этого, светодиоды RGB излучают свет только тремя отчетливыми пиками, соответствующими красной, зеленой и синей длинам волн, что приводит к разрывам в спектре. Особенно актуально это для прожекторов, которые освещают объекты из натуральных материалов, такие как кирпич, известняк, дерево, а мы при этом воспринимаем отраженный от них свет. Если мы хотим использовать белый цвет, то лучше, чтобы это был отдельный белый светодиод. И не забывайте, что белый светодиод тоже может быть с низкой цветопередачей. Поэтому следим за качеством всех компонентов. В этом случае мы будем получать качественный свет. Реализация белого светодиода может быть разной, как отдельно от RGB светодиода, так и в одном чипе с ним. Независимо от реализации, настройку и подбор конкретных цветов я рекомендую выполнять вживую на реальных образцах прожекторов или пикселей. Для наглядности приведу пример. На этом фрагменте показаны цвета на экране. Те цвета, с которых мы берем информацию для каналов RGB и канала V. И видео работы прожекторов на разных материалах. Видно, что цвет на экране не равен цвету на освещаемой поверхности. Потому что цвет на экране формируется из 3 цветов, а на прожекторе из 4. Да и сами светодиоды разные, с отличающимся спектром. К тому же каждая освещаемая поверхность вносит свои коррективы в конечный результат. В программе Lightstream, как и во многих других программах для управления светом, значение цвета для RGB берется с поля эффектов. В нашем случае с точки под прибором на поле маппинга. Вот отсюда. А тут информация только из красного, зеленого и синего каналов. Для белого канала информации тут нет. В данном случае белый мы можем получить только смешением 3 основных цветов – красного, зеленого и синего. Нам же нужно управлять отдельным белым светодиодом. То есть нам нужно сформировать данные для еще одного канала, 4-го канала, который будет управлять дополнительным светодиодом. И мы рассмотрим способы, реализованные в программе Lightstream для управления дополнительным каналом. Существует 3 способа. Первый – автоматическое вычисление значений для V-канала. Второй – выделение дополнительного канала. И третий – эффект Set Channels. Давайте разберем эти способы по порядку. В программе мы предусмотрели автоматическое вычисление дополнительного канала из значения RGB. В этом случае вам ничего дополнительно делать не нужно. Надо только выбрать формулу, по которой вы хотите, чтобы производилось вычисление. Это самый простой метод, и в нем есть 4 подхода, в зависимости от вашего прибора и результата, который вы хотите получить. Я лишь покажу, как он вычисляется. Итак, у нас есть цвет под прибором на поле маппинга. Это цвет на экране, с которого будет формироваться сигнал. И есть библиотека приборов, в которой представлено несколько алгоритмов. RGBW None, V-канал просто выключен, у вас остается RGB прибор. RGBW Min,
V-канал принимает минимальное значение из каналов RGB. RGB V Average. V-канал принимает среднее арифметическое значение из каналов RGB. RGB-V Default. Данный вариант дает наиболее интересные результаты. V-канал принимает минимальное значение из каналов RGB, но при этом на выходе меняются и значения самих RGB-каналов. Из них вычитается то самое минимальное значение. Применение одного из таких алгоритмов – это достаточно простой и хороший способ управления белым светодиодом. И в некоторых случаях такая схема вполне может подойти. А если вычисленный таким образом белый цвет при подключении к реальному прибору покажется слишком ярким, в настройках композиции вы можете пригасить его, используя Color Filtering. Пригасить можно не только белый, но также красный, зеленый и синий. И для каждой композиции эта настройка будет своя. Фильтр влияет на все приборы в композиции, использующие RGB-V каналы, даже те, у которых белого канала нет. Он предназначен для легкой корректировки цвета при автоматическом расчете V-канала. Следует учитывать, что в 3D-превью цвет прибора отображается условно, потому что мониторы, через которые мы смотрим, RGB, и они не могут отобразить точный цвет, получаемый с помощью RGB-V приборов. К тому же в прожекторах могут быть использованы разные светодиоды, и светить они будут по-разному. Теперь поговорим о более сложном, но самом контролируемом и профессиональном способе работы с дополнительными каналами. Этот способ позволяет полностью контролировать дополнительный канал. Давайте рассмотрим, как это работает. Если щелкнуть по черному квадрату около порта конвертера, откроется дополнительное окно. В нем показаны все каналы этого порта. В данном случае 512 каналов. Сейчас пусто, потому что ни одного прибора не добавлено. Добавляю RGB прибор. Появились три квадратика, соответствующих каналам этого виртуального прибора. Первый берет информацию с красного канала изображения под ним, второй с зеленого, третий с синего. Создам еще несколько приборов. Теперь каналов 9. В дальнейшем эта последовательность данных будет преобразована и отправлена через ArtNet на реальные приборы, которые в зависимости от своего адреса и нужного им количества каналов будут считывать эти данные. Реальный прожектор RGB-V с адресом 1 считает 4 из них, начиная с первого, а с адресом 5 считает 4, начиная с пятого. Сейчас цвета будут отображаться некорректно. Чтобы это исправить, нам нужно выделить каждый четвертый канал последовательности и управлять им отдельно. Каждый четвертый прибор должен быть на один канал. Для этого я изменю начальный адрес виртуальных приборов, чтобы между ними образовался пробел в один канал. Для распределения каналов вручную автопатчинг лучше отключить. Теперь сигнал на RGB каналы будет корректным, но нужно добавить еще белый канал. Выделяю и копирую созданные приборы. Меняю их тип. V-Average из трех каналов изображения будет брать среднее значение, V-Min – минимальное. Разместим эти приборы внутри порта в созданных промежутках. Теперь все цвета будут передаваться корректно. А чтобы белым каналом было удобно управлять, лучше сделать для него еще один такой же лайаут. Для этого я увеличу размер рабочего поля и создам два лайаута рядом. На одном останутся приборы RGB, а на другой перенесу приборы, управляющие V-каналом. Эффекты, созданные на отдельных лайаутах, будут управлять отдельно RGB и отдельно V-каналом каждого прожектора или пикселя. А если в работе вы используете сплайны, то это делается еще проще. Создаем сплайн с RGB приборами. Выставляем у них адрес offset 1, пусть это будут прожектора. Копируем RGB приборы и переносим их на свой лайаут. Меняем их, например, на V-Min. И выставляем у них адрес offset 3.
Осталось только выставить начальный адрес у приборов для V-канала. Таким образом, мы получаем полный контроль за всеми приборами. В 3D Preview также создается два комплекта приборов, отдельно для RGB и отдельно для V, создавая представление о том, какие каналы задействуются на данный момент. Color Filtering также работает для этого способа, но тут и без него можно довольно гибко регулировать каждый из каналов. На крупных объектах количество приборов будет больше, но логика работы будет той же. Ну и третий, дополнительный способ, который есть в программе Lightstream. Это эффект Set Channels. Он может управлять каналами выбранных приборов с помощью ключевых кадров. Это делается следующим образом. Размещаем приборы на поле маппинга, добавляем эффект Set Channels и указываем приборы, которыми он будет управлять. На каждый канал выбранных приборов создается ползунок. Если мы хотим управлять каналом через Set Channels, нужно его включить кнопкой On. Пиктограммой с часами управление каналом можно перенести на таймлайн. Изменяя значения и создавая ключи, мы можем управлять отдельно каждым каналом одновременно у всех выбранных приборов. При этом не важно, на каком лайаут будет находиться этот эффект. Значения, выставленные в Set Channels, будут все перекрывать. Color Filtering на этот эффект не действует. Вообще V-канал это классно, потому что это и чистый белый свет, и повышенная яркость, и улучшенная цветопередача, и широчайшая гамма новых цветовых оттенков. Но управлять им это отдельное искусство. Кстати, помимо RGBV существует несколько других популярных технологий, которые добавляют дополнительный светодиод к традиционным красному, зеленому и синему для улучшения цветопередачи, яркости и энергоэффективности. RGBA включает янтарный светодиод, который помогает улучшить цветопередачу и создать более теплый и естественный свет. RGBL добавляет дополнительный светодиод лаймового цвета, что расширяет цветовую гамму и улучшает яркость в зеленой части спектра, в которой человеческий глаз особенно чувствителен. RGB-WW или RGBV-CCT добавляет два белых светодиода – теплый белый и холодный белый. Это обеспечивает возможность настройки температуры цвета. И это уже 5 каналов. Итак, у нас есть 3 способа для управления дополнительными каналами в Lightstream. Первый способ – вычисление значения V-канала из значения RGB. Это самый простой способ управления простыми RGBV приборами. Он подойдет, когда вы не хотите заморачиваться, но при этом хотите получить на выходе дополнительные интересные цветовые оттенки. То есть вы подбираете простую схему, все остальное за вас делает программа. Второй способ – выделение дополнительного канала, более профессиональный, позволяющий полностью контролировать анимацию многоканальных приборов. Он требует немного больше мастерства и времени для написания сценариев, и лучше подходит, если требуется точный контроль за цветом и анимацией, или если у вас приборы сложные – RGBL, RGBA, RGBV, CCT и так далее. Третий способ управления через эффект Set Channels скорее дополнительный. Его удобно применять, когда используются приборы с большим количеством каналов, или для каналов, отвечающих за поворот прожектора, изменение угла светового пучка, смену гоба, стробоскоп и так далее. Также с его помощью можно управлять DMX-реле. Кстати, какой из способов управления RGBV вам ближе всего? Не поленитесь написать комментарий под видео или в телеграм-канале, ведь программа Lightstream развивается благодаря вашим отзывам и пожеланиям. У меня же на этом все. Если было полезно, с вас лайк и подписка. До встречи в следующих видео. Пока.